Когда Денис спас маленького брошенного щенка, то он и представить себе не мог, каким кошмаром это обернется для него через несколько месяцев. В один из самых обычных дней, насыщенных рутиной и повседневными заботами, Денис столкнулся с событием, которое коренным образом изменило его жизнь. Его история началась в тот момент, когда, заканчивая свои ежедневные покупки в местном супермаркете, он направлялся к своему автомобилю на парковке. В этот день ветер игриво колыхал ветви деревьев, а солнце мягко освещало все вокруг. В такие моменты казалось, что весь мир дружелюбно улыбается тебе. Однако внимание Дениса привлекло нечто совершенно иное. На парковке, рядом с его машиной, стоял большой старый пикап, на заднем сиденье которого, в маленькой потрепанной временем клетке, сидел грустный щенок. Это было крохотное пушистое создание, чьи глаза были полны грусти, одиночества, словно он перенес на своих хрупких плечах всю тяжесть этого мира. Щенок был настоящим чудом. Его шерсть, темная и блестящая, ярко светилась на солнце, а глаза, глубокие и выразительные, моментально привлекли внимание Дениса. Владелец пикапа, заметив интерес Дениса, подошел к нему и начал рассказывать историю этого питомца. Оказалось, что фермер нашел одинокого малыша рядом со своей фермой, и, несмотря на все попытки прогнать его, щенок упорно возвращался обратно. Фермер и его семья уже давно сталкивались с проблемой брошенных животных, поскольку их дом располагался недалеко от оживленной трассы, куда люди часто приезжали, чтобы избавиться от ненужных им питомцев. Однако этот маленький щенок с его непокорным духом и жаждой жизни вызвал у фермера не только раздражение из-за причиненных им хлопот, но и неожиданное чувство симпатии. Денис, услышав эту историю, почувствовал, как его сердце наполняется желанием помочь маленькому брошенному существу. Он предложил фермеру небольшую сумму за щенка, чтобы дать ему новый дом и шанс на счастливую жизнь. Фермер с удовольствием согласился, а щенок, которого Денис назвал Чарли, стал частью его жизни. Чарли быстро адаптировался к небольшой, но уютной квартире нового владельца. Он стал не только верным другом и спутником для Дениса, но и настоящим членом его семьи. Каждое утро начиналось с веселого лая Чарли, который, казалось, не мог дождаться нового дня, полного приключений и озорных игр. Денис заботился о Чарли с любовью и терпением, уделяя много времени его воспитанию и обучению. Однако уже через несколько недель владелец начал замечать, что Чарли во многом отличается от других собак. Он рос на удивление быстро, шерсть становилась все гуще и темнее, а в его поведении проявлялись черты, не характерные для обычных домашних питомцев. Чарли просто обожал долгие прогулки на свежем воздухе, а его взгляд иногда становился задумчивым и туманным, словно он вспоминал о своем диком происхождении. Посещение ветеринара вскрыло неожиданную правду. Чарли оказался не собакой и даже не волкособом, как подозревал Денис, а самым настоящим волком. Это был канадский волк, неизвестно как оказавшийся в этих краях. Неожиданное открытие поставило Дениса перед сложным выбором. С одной стороны, он не мог представить свою жизнь без такого дружелюбного и игривого Чарли. С другой, мужчина понимал, что содержание волка в городской квартире будет невозможным. Решение пришло само собой в течение следующих нескольких недель. Денис решил купить дом за городом, где у Чарли было бы достаточно пространства для жизни в условиях максимально приближенных к естественным. Переезд за город стал началом новой главы в их совместной жизни. Денис приложил много усилий, чтобы обустроить территорию вокруг дома так, чтобы Чарли чувствовал себя свободно и безопасно. Мужчина построил большой вольер, где Чарли мог наслаждаться свежим воздухом и играть, без опасности случайно причинить кому-нибудь вред. Вместе они исследовали окрестные леса, где Чарли мог позволить себе быть по-настоящему свободным, бегая по заснеженным полянам и прыгая через лесные ручьи.
Денис также начал изучать особенности ухода и содержания волков, чтобы обеспечить Чарли все необходимое для здоровой и счастливой жизни. Он читал много книг, консультировался с экспертами и даже присоединился к онлайн-сообществам любителей диких животных. Чарли, в свою очередь, продолжал демонстрировать удивительную сообразительность и способности к обучению. Волк быстро осваивал команды и даже научился выполнять некоторые трюки, которые поражали всех, кто их видел. С течением времени Денис и Чарли стали настоящими знаменитостями среди местного населения. Люди с интересом наблюдали за их необычной дружбой, а история о мужчине и его волке быстро распространилась по всему району. Денис регулярно делился фотографиями и видео их совместных приключений в социальных сетях, привлекая внимание к важности заботы о животных и их защите. Многие люди, вдохновленные их удивительной историей, начали активнее помогать местным приютам для животных и даже решались брать из питомников брошенных питомцев, нуждающихся в доме и любви. Однако на Чарли Денис и не подумал останавливаться. Мужчина создал настоящий питомник для брошенных и раненых животных, которые нуждались в защите и уходе, и у Чарли быстро появилась дружная компания. В этом необычном питомнике можно встретить как обыкновенных собак, так и очень необычных животных, таких как диких кабанов, которые, по словам Дениса, просто обожают, когда им чешут брюшко. Вот так встреча Дениса и Чарли невероятным образом повлияла на них обоих и стала ярким примером того, как знакомство с одним маленьким существом может кардинально изменить взгляды на жизнь, наполнить ее новым смыслом и целями. Эта история показывает, что дружба между человеком и животным не знает границ, а забота и любовь способны преодолеть любые препятствия, даже если это означает принять и полюбить настоящего волка. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.